Привет, с вами Гео. И в этой обычной рубрике я вам расскажу необычную историю. Сегодня мы будем искать зло. Оно пришло 20 января 1692 года в небольшую американскую деревню Салем. И наворотило там столько дел, что ту историю до сих пор с содроганием вспоминают как самый показательный пример мракобесия. Но вот разобраться, кто на самом деле был виноват в смерти 2 десятков человек, не так просто. Если попробовать описать все коротко, то случай в Салеме чуть ли не самая известная охота на ведьм в мире, в буквальном смысле. Казалось бы, ничего не предвещало беды, как вдруг деревню накрыла волна паники, и все начали подозревать своих соседей в колдовстве. А в конце 17 века это было серьезное обвинение с серьезными последствиями, особенно если учитывать весьма специфичный подход к сбору доказательств. Короче, почти на года регион вокруг Бостона превратился в совершенно долбанутую битву религиозных фанатиков против сатаны. А потом даже самые яростные борцы пытались найти для себя ответ, что же это такое было, и как они, добропорядочные христиане, оказались способны так легко отправлять на виселицу других добропорядочных христиан, практически без всяких доказательств. Итак, все началось одним зимним днем 1692 года, когда во время общего чтения молитвы 2 девочки стали странно себя вести. 9-летняя дочь местного священника вдруг упала под стол, будто в каком-то припадке, и начала издавать странные звуки. А ее 11-летняя сестра подбежала к огню, выхватила горящие дрова и раскидала их по дому. Когда детей удалось успокоить, они рассказали, что чувствовали, будто кто-то невидимый колет их булавками. Священника это очень встревожило. Он пригласил на совещание еще несколько святых отцов и врача. Врач обследовал девочек и никаких признаков естественной болезни не нашел. Из чего священники сделали вывод, что причины их странного поведения нужно искать в сверхъестественном колдовстве. Тогда впервые прозвучало слово, которое навсегда изменит жизнь Салема и прославит эту деревню на весь мир. Правда, не в самом лучшем свете. Итак, что на начало истории мы имеем? 2 девочек и 1 эпизод странного поведения. Это еще не вызывало беспокойства. Но через пару недель подобные припадки стали случаться и у других несовершеннолетних жительниц деревни. И вот тут люди стали волноваться. Они вспомнили, что за 4 года до этого похожая история случилась в соседнем Бостоне. Там тоже дети стали вести себя странно, а суд установил, что это все из-за ведьм. Ее, разумеется, нашли и повесили. Но, очевидно, она была не одна. И вот теперь зло пришло в Салем. А со злом надо бороться всеми доступными методами. Так одна из уважаемых в деревне женщин решила победить темные силы с помощью белой магии. С христианской точки зрения это, конечно же, дичь, ведь там никакой белой магии не существует. Все колдовство может быть только от сатаны, но в тот момент никого это не смутило. Женщина приказала служанке испечь так называемый ведьмин пирог. Для магического эффекта туда добавили мочу заболевших девочек. И такое вот лакомство дали попробовать собаке. Не знаю, где эта мадам узнала про такой ритуал, но она почему-то была уверена, что порча перейдет на собаку. Та начнет умирать в страшных муках, а вместе с ней начнет мучиться и ведьма, которая наслала злые чары. И тут-то ее и схватят. Стоит ли говорить, что заклинание не сработало? Голодная собака просто сожрала пирог и все. Но жители Салема из этого не сделали вывод, что их колдунство дебильное мракобесие. Не, они решили, что белая магия не получилась, потому что злые чары слишком сильны, и стали волноваться еще больше. Тут интересно, что саму эту белую колдунью наказывать никак не стали, что странно, учитывая, что она сама на всю деревню рассказывала о своих магических планах. После провала ее просто слегка так пожурили на общем собрании в молельном доме, и она пообещала больше так не делать. И все. Досталось только служанке, которая готовила пирог по приказу хозяйки.
Ее в профилактических целях священник поколотил палкой. Согласитесь, это любопытный кейс. В самом начале массовой истерии охоты на ведьм общеизвестный факт колдовства остается без последствий. И если за такое жители Салема не записывали людей в ведьмы, то за что тогда записывали? Чтобы в этом разобраться, нам придется погрузиться в жизнь первых американских колонистов, узнать про их отношения с Англией и друг с другом. Это было время очень далекое от привычных нам, старой доброй Америки с ковбоями, револьверами, золотой лихорадкой и диким западом. Охота на ведьм в Салеме происходила в конце 17 века. Если что, в России в это время недавно взошел на трон Петр I, а в Европе Исаак Ньютон только-только опубликовал свою монументальную работу по физике. Америка в этот период была всего лишь бедной английской колонией. Вообще заселение двух новых континентов шло очень неравномерно. Если в богатую Южную Америку сразу хлынули десятки тысяч поселенцев, то Северная Америка первые 100 лет после плавания Колумба была мало кому интересна. Колонии тут, конечно, строили, но часто они существовали только до первого неурожая или эпидемии. Потом большая часть жителей умирала, а остальные уплывали обратно в Европу. Ситуация начала меняться после религиозной реформы короля Генриха VIII. Я напомню, что он тогда в один момент превратил Англию из католической страны в протестантскую, потому что очень хотел развестись, а папа римский запрещал. Понятно, что очень многим жителям это не понравилось. Я сейчас специально много говорю про религию, потому что это важно для понимания истории с ведьмами. Так вот, весь 16 век Англию колбасило туда-сюда. Страна то уходила в фанатичный протестантизм, то возвращалась в католичество. А в итоге остановилась на чем-то среднем. Англиканство вышло из-под власти Рима, но при этом сохранило пышные католические обряды. Но это уже не устраивало новое радикальное поколение сторонников реформации, которое за это время успело вырасти. Их стали называть пуританами. Ну а так как в Англии им жизни особо не давали, они стали массово переезжать через океан. Этот процесс шел весь 17 век. В Новый Свет пуритане часто отправлялись целыми общинами. В Америке они плавали как минимум чисто ради того, чтобы найти религиозную свободу, а как максимум построить там новый Иерусалим, чтобы стать в нем богоизбранным народом. То есть, давайте запомним, в то время огромное количество американских переселенцев были религиозными фанатиками. Но вопреки ожиданиям пуритан, Америка очень мало походила на землю обетованную. Массачусетская колония, в которую входили Бостон и Салем, была самой северной колонией в Новой Англии. Урожай здесь при самом упорном труде позволяли разве что не умирать с голода. Если на юге поселенцы неплохо зарабатывали на выращивании табака, то вот в Массачусетсе пытались торговать рыбой, а это приносило куда меньше денег. В общем, колония очень долгое время балансировала на грани банкротства. Но несмотря на это, люди продолжали приезжать. В Европе бушевала 30-летняя война, а сразу после нее началась гражданская война в Англии. Протестанты тысячами бежали от религиозных гонений в Новый Свет, а это создавало проблемы в отношениях с индейцами. Сначала все было неплохо, местные жители даже помогали европейцам освоиться на новом месте. Но чем больше становилось колонистов, тем больше земли им было нужно. А где ее брать? Только отнимать у индейцев. Понятно, что мирное сосуществование скоро переросло в постоянные войны. Вот, например, за несколько лет начала охоты на ведьм Салема индейцы вырезали несколько поселений по соседству. Они нападали внезапно и убивали вообще всех белых без разбора, включая детей. Это еще один важный фактор для местной психологии. Жители деревни Салем жили с сознанием, что их в любую минуту могут убить. На это наложились еще и проблемы в отношении с Англией. Новый король решил, что американские колонии достаточно пожили в свободе. Пора бы там наводить порядок, ну и забирать прибыль. По сути, король провел национализацию колоний. До этого они ведь по сути были почти на 100% частным предприятием. Земли и бизнесы принадлежали крупным акционерным обществам, чьи советы директоров находились в Америке, а не в Лондоне. Король решил все это прекратить. Он отменил устав крупнейших частных американских обществ и послал в Новый Свет своего губернатора, чтобы он управлял этой территорией как нормальной провинцией империи.
Одновременно с этим английский парламент принял законы, которые запрещали американским колониям продавать свои товары хоть кому-то, кроме Англии. То есть Британская империя решила, что время независимых частников прошло, а значит, надо лишить колонистов политической и экономической свободы. Американским пуританам все это настолько не понравилось, что в 1689 году, за 3 года до Салемских процессов, они устроили настоящий мятеж и выгнали королевство губернатора. Они очень рассчитывали на поддержку нового короля Англии Вильгельма Аранского, который был протестантом. Но полной уверенности, что это все закончится хорошо, ни у кого не было. Эта тревожная неопределенность сохранялась и во время охоты на ведьм. Колонисты не знали, кого им ждать из Англии – свободу или карательные войска. В общем, оцените обстановку сами. В Массачусетсе жили, спали в полглаза, потому что в любой момент ждали нападения индейцев и боялись прибытия английских кораблей с солдатами и пушками. Атмосфера явно нездоровая. А еще нужно вспомнить, что все это накладывалось на многолетнее разочарование землей обетованной. Пуритане плыли, чтобы строить тут новый Иерусалим, но вместо райской жизни на лоне природы они столкнулись с тяжким трудом и постоянной борьбой за выживание. Это было явно не то, что обещали им проповедники. Такое противоречие между ожиданием и реальностью надо было как-то объяснить. Эту задачу взялся решать один из самых образованных американских богословов тех лет – Коттон Мазер. На тот момент он был очень молодым человеком, типа лет 25-26, что-то такое, но уже успел написать популярную книгу «Христовые подвиги» в Америке. Там Мазер объяснил, что Америка – это реально та самая земля обетованная и рай на земле. Но превратиться в рай она может только в результате упорного труда и когда-нибудь потом, в далеком будущем. А пока это земля дьявола, которую у этого дьявола надо обязательно отвоевать. Сделать это можно с помощью укрепления веры в сердце своем и беспрекословного соблюдения христианских правил. Под христианскими правилами имели в виду, конечно же, то, как их понимали пуритане. И еще Коттон Мазер попытался прибодрить своих братьев по вере тем, что сообщил им, что в Америке живут самые стойкие из христиан, ведь они тут находятся на переднем крае борьбы с Люцифером. Давайте мы этого образованного Коттона Мазера запомним, он еще сыграет очень важную роль в нашей истории. Хотя, в общем-то, он сразу начал ее играть. Его книги и проповеди привели к еще большему закручиванию гаек и без того суровых правил пуританской жизни. А жизнь эта была в прямом смысле слова невеселой. 6 дней в неделю, от рассвета до заката, пуритане впахивали на полях, а в воскресенье отдыхали. Отдыхом им должно было служить совместное чтение и обслуживание Библии. Причем для детей в этом плане никаких послаблений предусмотрено не было. Игры были запрещены, игрушки запрещены, запрещена музыка и вообще любые развлечения. Потому что развлечения – грех. Единственный день в году, когда все могли хоть немного расслабиться, это совместное большое чаепитие после сбора урожая. Но и там люди не смеялись и танцевали, а опять же обсуждали Библию. Согласитесь, что такой образ жизни даже для взрослого почти невыносим. А для девочек, входящих в половое созревание, это вообще была гребаная пытка. Этим обычно и объясняется их странное поведение. Неизрасходованная энергия и нервное напряжение нашли вот такой вот специфический выход. Вероятно, девочки просто неосознанно придумали себе развлечения в рамках допустимой пуританской морали. Но потом, когда они вдруг оказались в центре внимания, это подействовало на них как наркотик. Никогда до этого взрослые не были к ним настолько внимательны. Никто прежде не был готов разбираться в их переживаниях. А теперь лучшие люди деревни только и делали, что снова и снова просили рассказать их о том, что они чувствуют, и пытались разобраться в их проблеме. Это наверняка стало очень мощным эмоциональным стимулом. И один раз испытав такое, они уже не могли остановиться и готовы были выдумывать что угодно, лишь бы их слушали и относились к ним всерьез. Но это не единственное объяснение. Второе звучит так. Ничего девочки не выдумывали, а искренне верили, что их атакуют темные силы. Это ведь был 17 век. Люди жили как бы в двух мирах. В одном реальном и втором невидимом мире магии и божественных сил. Даже сегодня огромное количество людей продолжают верить в магию. Сглазы, порчу и так далее. А 300 лет назад в это верили буквально все. Несмотря на тотальный запрет практиковать магию, люди ее
боялись и пытались с ней бороться с помощью другой магии, которую считали хорошей. Носили обереги, читали заговоры, чертили в доме специальные знаки для отпугивания темных сил. Если верить воспоминаниям одной из салемских девочек, то накануне первого приступа они гадали на так называемом стакане Венеры. На практике это выглядело очень просто. Нужно было разбить яйцо, бросить его в кастрюлю с водой и ждать, пока белок свернется. Это якобы позволяло увидеть лицо будущего мужа. Естественно, все это было строго-настрого запрещено церковью, но широко практиковалось местными девушками. Так вот, девочки выполнили ритуал, но вместо суженого увидели в кастрюле гроб. Это перепугало их до чертиков. С детства им внушали, что если ты обращаешься за помощью к невидимому миру, то жуткие существа оттуда начнут обращать на тебя внимание. Они решили, что ими заинтересовался сам дьявол. Что еще хуже, они не могли поделиться своими страхами ни с кем в округе, потому что боялись наказания за колдовство. А дальше было несколько дней тревог и фантазий, которые в конце концов довели девочек до истерических припадков. Но нужно понимать, что обе эти версии не опровергают друг друга, а дополняют. Девочки с одной стороны реально могли верить в ведьм и колдовство, а с другой фантазировать на ходу и начинать верить уже в фантазии, которые только что выдумали. Ну а теперь пришло время познакомиться с главными действующими лицами этой истории поближе. Священника, в доме которого все и началось, звали Сэмюэль Пэрис, его 9-летнюю дочь Бетти Пэрис, а ее двоюродную сестру Эбигейл Уильямс. Позднее к ним присоединятся еще около 20 жительниц Салема, от самых маленьких девочек до вполне взрослых женщин лет так под 30. А вообще, так или иначе, в эту историю окажутся втянуты почти все жители деревни. То есть примерно 600 человек, многие из которых были родственниками и носили одинаковые фамилии. Это создает определенную трудность. Все эти Бетти, Эбигейл и прочие вас быстро запутают, что вы вообще перестанете понимать, кто есть кто. Поэтому я постараюсь не перегружать рассказ именами и буду говорить только про тех, которые сыграли заметную роль. Итак, первых двух девочек я представил, но, пожалуй, главными будут все-таки не они, а Энн Патнем, 12-летняя дочь главы очень уважаемой семьи в Салеме. Патнемы дружили со священником Пэрисом, и одними из первых пришли посмотреть на странное поведение его детей. С собой они взяли дочь. Это была ошибка. Энн пообщалась с Бетти и Эбигейл и, видимо, решила присоединиться к игре. Вскоре она тоже начнет устраивать подобные припадки, чем будет вызывать дикий ужас у родителей. И вот она от этой роли прям кайфовала, я уверен. Как кайфует любой подросток от внезапно свалившейся на него власти, которая еще при этом и держится буквально ни на чем. Во время суда над ведьмами именно Энн будет главной обвинительницей и чаще других будет называть конкретные имена. Ее показания отправят на смерть сразу несколько человек. Энн Паттон будет интересовать историков больше всего, потому что если про остальных девочек еще есть сомнения, фантазировали они специально или реально верили в то, что говорят, то вот насчет Энн сомнений ни у кого нет. Во-первых, по удивительному совпадению, часто она обвиняла в колдовстве тех, у кого с их семьей были плохие отношения. А во-вторых, через несколько лет она сама признается, что все выдумала, и попросит прощения. Еще один важный момент в том, что все это происходило на фоне сильных политических разногласий в Салеме. Там жители были разделены на несколько группировок, которые постоянно между собой конфликтовали. Более того, жители даже соседних деревень считали салемцев особенно злыми и недружелюбными. Например, ни у одного другого поселения так часто не менялись священники. Это было очень необычно. По пуританским правилам жители деревни должны были сами содержать своего пастора. Ну, в смысле, давать ему денег и еду. Но салемцы постоянно ругались из-за этого содержания. Самуэль Пэрис был то ли 5-м, то ли 6-м священником Салема за последние 10 лет. Его предшественники обычно сбегали из деревни через 1 или 2 года. Кстати, кого-то из них потом путают в историю с ведьмами, а одного даже казнят. С текущим священником все тоже было непросто. Пэриса поддерживал клан Патманов, но остальным семьям он не нравился, его тоже хотели выгнать. Из-за этого у американских историков возникает версия, что салемские события
не имели никакого отношения ни к ведьмам, ни к колдовству, ни к другим проявлениям волшебного мира, а были просто расправой одних жителей деревни над другими. Однако с этой версией многие не согласны. Обвиняемых на салемских процессах были сотни, и далеко не все из них были врагами патманов. То есть, может, те и пытались под шумок убрать своих противников, но только этим все происходящее никак невозможно объяснить. Тем более, что мотивация пастора Перриса понятна и без теории заговора. Он ведь, как и все пуритане, был очень верующим человеком, а это значит, что он жил в очень осмысленном мире, где ничего не происходит просто так, а все имеет причину, если не реальную, то как минимум божественную. Если в мире верующего человека к нему приходит беда, то это не просто так. Либо Бог посылает ему испытания, либо наказание за грехи, либо это злое колдовство от слуг сатаны. В этой ситуации Перрис больше всего боялся, что припадки его дочери и племянницы жители деревни посчитают доказательством его греховности и выгонят на мороз. Поэтому он мертвой хваткой уцепился за версию с колдовством и топил за нее до последнего. Но первое время дальше разговоров дело не заходило. Так как же попытки объяснить странное поведение девочек переросло в репрессии и казни? Целый месяц взрослые пытались добиться от девочек ответа на вопрос, кто их мучает. Считалось, что околдованные люди способны видеть тайный мир ведьм, которые наслали на них порчу. Девочки пытались что-то придумать в меру своей фантазии. Рассказывали про какие-то темные тени и прочее. Но так как на них наседали все больше и требовали имена, они в конце концов назвали 3 человек: Сару Гуд, Сару Осборн и служанку Титубу. Тут стоит отметить, что девочки угадали прям хорошо. Но это было не случайно. Этих женщин в общине никто особо не любил. Первые 2, как мы сейчас сказали бы, вели асоциальный образ жизни. Правда, признаки такой жизни у пуритан были совсем другими. Например, что кто-то не ходит в церковь по воскресеньям. Сара Гуд была очень бедной женщиной. И на суде говорила, что не ходила в церковь, потому что у нее для этого не было достойного платья. У Сары Осборн ситуация была другая. Ее сделали изгоем все остальные женщины Салема. Осборн была вдовой, и ее обвинили в любовной связи со своим рабочим. Ну а выбор Титубы был самым логичным. Она просто не была белой. Точно неизвестно, происходила она из Африки или с Карибских островов. Главное, что она чисто внешне была не такой, как все. Этого было достаточно. Короче, все 3 женщины были самым очевидным выбором в роль ведьм. Их имена никого не удивили. Ведь если не они, то кто? Юристов в Салеме не было, так что первые допросы подозреваемых проводили 2 торговца, которые увлекались юриспруденцией в качестве хобби. И надо сказать, вопросы они задавали весьма специфические. Ну, например, зачем ты мучаешь этих девочек? Ответ «я их не мучаю» был ошибкой. Потому что на допросе присутствовали сами девочки, и при этих словах тут же начинали выть и биться в конвульсиях. Так что со стороны ответы обвиняемых выглядели как циничное вранье. Типа, как вы смеете утверждать, что никого не мучаете, и при этом мучить их у всех на глазах? Да как вам не стыдно? Обе Сары только растерянно хлопали глазами и не понимали, чего от них хотят. И что тут, вообще происходит? И единственная, кто, кажется, все поняла, была Титуба. Вероятно, поэтому из первых 3 обвиняемых выжить сумела только она. Титуба приняла правила игры и стала давать самые подробные показания. Она призналась, что к ней действительно приходил дьявол. Мол, она мыла пол в доме священника, как вдруг увидела в дверях высокого человека в черном. Он протянул ей книгу и предложил расписаться кровью. И сказал, что Сара Гуд и Сара Осборн уже расписались. Человек пообещал, что ей нужно будет послужить 6 лет. После чего она получит много дорогих подарков. Титуба поняла, что перед ней дьявол, испугалась и расписалась в книге. Жители Салема слушали ее, раскрыв рты, поэтому дальше Титубу вообще понесло. Во-первых, она рассказала, что ее прежняя хозяйка тоже была ведьмой. Во-вторых, поведала о своем демоническом помощнике Фамильяре, которого получила в подарок от сатаны. И что все эти фамильяры разные. У нее был маленький волосатый человечек, а у Сары — Осборн, птица с человеческим лицом. Затем в ее рассказе появилась еще одна птица, невидимая, но при этом желтая, типа дьявол сам выпустил ее из своих рук. Она летала по дому, но ее никто не мог видеть, кроме
самой Титубы и околдованных девочек. Что интересно, девочки, которые, очевидно, первый раз слышали все эти сказки, охотно все подтвердили, что тоже видят эту невидимую желтую птицу. Вообще, животных в рассказе Титубы было больше, чем людей. Какие-то черные собаки, свиньи, красные и черные крысы, кошки, лисы и даже волки. Были и волшебные палки, на которых Титуба ездила-летала по своим ведьминским делам. Все это далеко выходило за рамки христианских представлений о дьяволе и черной магии. Титуба явно приплетала к рассказу сказочные мотивы со своей далекой родины. И слушатели поражались, пугались и просили еще больше жутких подробностей, и служанка их с удовольствием давала. Пуритан потрясла новость, что в их деревне были не только ведьмы, но, оказывается, к ним забрел сам дьявол. А еще Титуба заявила, что когда она расписывалась в книге, то ее имя было только 9-м в списке. А это значило, что ведьм в Салеме не 3, а как минимум 9. В общем, получилось, что после ареста и признательных показаний все не успокоились, а начали паниковать еще больше. Женщин из деревни отправили в тюрьму Бостона, где были, мягко говоря, плохие условия содержания. Настолько плохие, что Сара Осборн умерла там через 2 месяца. Но салемцев это уже не волновало. Они начали требовать у девочек назвать имена других ведьм. И все только начиналось. И еще один интересный момент в том, что в отличие от европейских судов Инквизиции, в Салеме все эти процессы проходили публично. Ажиотаж был огромный. Люди приезжали посмотреть на ведьм аж из Бостона. Толпа зевак бурно реагировала на каждый чих, подбадривала девочек и освистывала обвиняемых. С современной колокольни судьи на этом процессе представляются кровожадными чудовищами, которые желают только одного – убить как можно больше несчастных женщин. Но это не совсем правда. Они реально хотели разобраться в происходящем в меру своих знаний. Просто знания у них были так себе. В качестве примера для подражания они решили взять книгу о недавнем суде над ведьмами в Бостоне. Ведь написал эту книгу большой авторитетный интеллектуал Коттон Мазер. Помните? Это тот самый молодой священник, который призывал колонистов не отчаиваться и еще больше сплотить ряды в деле борьбы очищения американской земли от дьявола. Вообще, этот Мазер был очень деятельным человеком. Он участвовал почти в любом движе и старался о каждом событии написать книгу или хотя бы статью. Мазер уже успел отличиться в Бостоне. Он участвовал в расследовании случаев колдовства, а уже через пару лет выпустил об этом многостраничный труд. Случай в Бостоне был таким. Ирландскую служанку заподозрили в наведении порчи на 4 хозяйских детей. Причем Мазер не просто приехал на все готовое, но и был тем самым человеком, который почувствовал колдовство. Его пригласили прочитать молитву над постелью больных, и он понял, что без ведьмы тут не обошлось. Подозреваемая тоже нашлась быстро. Кто же еще может быть, как не старая, рыжеволосая ирландка-католичка? Ее квартиру обыскали, а саму старушку раздели догола и осмотрели. И, естественно, тут же нашли неопровержимую улику. Во-первых, детские куклы, ведь их можно использовать для колдовства каким-то образом. Фиг знает каким, но напомню, что у пуритан все игрушки были запрещены. А во-вторых, на теле служанки нашли дьявольский сосок. Сейчас считается, что у женщины просто было какое-то воспаление в подмышке. Но тогда следователи решили, что это прям настоящий сосок, из которого ведьма кормит своего фамильяра. Ну а последней каплей стало то, что старуха не очень хорошо говорила по-английски и имела какой-то дефект речи. В результате ее речь казалась подозрительной. Непонятно, что она там бормочет. А вдруг читает заклинание? Во время следствия Коттон Мазер придумал, как ему казалось, идеальный эксперимент. Он попросил ирландку прочитать «Отче наш». Считалось, что ведьма не сможет этого сделать. А то, что этого не сможет сделать еще и старушка с плохим английским, почему-то никому в голову не пришло. Естественно, служанка запиналась и плохо произносила слова. Это посчитали достаточным доказательством для того, чтобы ее повесить. И вот уже с петлей на шее она неожиданно четко воскликнула: «Вот вы меня повесите, но дети же от этого не выздоровеют». И знаете что? Так и случилось. Дети как болели, так и продолжили. Но это не помешало Коттону Мазеру посчитать поимку ведьмы своей победой. А его книга на всю Новую Англию создала ему репутацию главного мракоборца континента. Вообще этот Коттон Мазер интересный чел.
В России о нем ничего не знают, но для своего времени он был чуть ли не важнейшим американским интеллектуалом. В деле салемских ведьм он сыграл очень большую и не самую позитивную роль, но только этим его вклад в историю не ограничился. Я посмотрел о Мазере разные лекции, но одну интересную я вам посоветую. Она, правда, на английском. А я английский, конечно, знаю, но не прям так хорошо, чтобы слушать огромные лекции. И если вы такой же, как я, то пользуйтесь лайфхаком с переводом и озвучкой от нейросетей в Яндекс.Браузере. Итак, наша тема в этот час — Коттон Мазер. Я не знаю, какой образ вызывает у тебя его имя, но у типичного американца сложилось совершенно ложное представление о том, кем он был. В общем, если хотите получше понять всю сложность американской истории конца 17 века, посмотрите лекцию. Ссылку на эту лекцию я оставлю в описании. А теперь, с этими знаниями, давайте вернемся в Салем. Сейчас легко называть всех его жителей невежественными суеверными дураками, которые верили в любую дичь и легко отправляли на смерть своих друзей и соседей. Но все было совсем не так. Сразу же после первых обвинений в Салеме стали звучать голоса сомневающихся, типа «Ну камон, какие еще летающие волшебные палки? Какие невидимые желтые птицы? Зачем мы вообще слушаем этих кривляющихся девчонок и глупую служанку?» Некоторым скептикам их слова принесли много проблем. Больше всех в деревне возмущалась Марта Кори. Вот ее имя девочки и назвали следующим. Им явно не понравилось, что кто-то сомневается в их словах. В отличие от тех предыдущих арестованных, Марта Кори считалась очень уважаемой женщиной и добропорядочной христианкой. На допросах она говорила, мол, как вы вообще можете верить истеричным девчонкам и по их обвинению бросать добрых людей в тюрьму? А истеричные девочки, как я уже говорил, вполне себе спокойно присутствовали на всех допросах. И вот после обвинений во лжи 12-летняя Энн Патман устроила настоящее представление. Она закричала, что видит, как желтая птица сосет пальцы Марты Кори, а остальные девочки начали пытаться повторять все движения обвиняемой. Типа, она руку поднимает, и они вслед за ней. Она встает со стула, и они делают то же самое. На собравшихся этот цирк произвел сильное впечатление. Но окончательно Марту закопал внезапно ее муж Джайлз. Их отношения нельзя было назвать хорошими, поэтому когда мужа спросили, а не ведьма ли случайно его жена, Джайлз ответил, что в церкви ни разу не слышал, чтобы она молилась. Так типа что-то там шевелят губами, но слов не разобрать. Так что вполне возможно, она просто прикидывалась, что молится. Собравшиеся такие решили, а это железобетонные доказательства. И тоже отправили Марту в бостонскую тюрьму. Также в тюрьму бросили и дочь Сары Гуд, которой на тот момент было всего 4 года. Трындец просто какой-то. Девочку ласково спросили, может ли она подтвердить, что ее мама ведьма. А когда она задумалась, то ей сказали, что если она скажет «да», то тут же поедет к маме. Естественно, девочка радостно все подтвердила. Ее посадили в одну камеру с матерью и даже изготовили для нее специальные детские кандалы. Следующей под арест попала Ребекка Нёрс, очень набожная старая женщина, которая тоже пользовалась большим уважением. Но оказалось, что этого уважения недостаточно, когда против тебя малолетние дебилы, истерички. Мадам Нёрс говорили, что девочки просто балуются и ничего больше. Ее судьбу снова решила Энн Патман. Она стала кататься по полу и кричать, что эта старая добрая женщина Нёрс пришла к ней в невидимый мир и заставляла расписаться в книге дьявола. Как и в прошлый раз, ее поддержали другие якобы заколдованные. И этого хватило, чтобы Ребекку Нёрс посадить. Кстати, заметили тут интересную деталь? Вначале ведь в словах девочек никаких книг дьявола и птиц не было. Они просто что-то смутно рассказывали про таинственные тени. Но после откровений Титубы о высоком человеке в черном, его книги и волшебных животных, девочки переняли эти сказки и тоже начали говорить, что дьявол и ведьмы постоянно предлагают им расписаться в книге. Но они отказывались, спасая свои бессмертные души. Такая версия событий им явно нравилась больше, потому что в ней они выглядели не просто больными, а героями, которые мужественно противостоят силам зла. Но вообще случай с обвинениями уважаемых в обществе женщин заставил судей засомневаться. А вдруг девочки на самом деле просто балуются и выдумывают небылицы? Чтобы разобраться в вопросе, они решили написать письмо единственному авторитетному борцухе с ведьмами, которого знали, нашему старому знакомому Коттону Мазеру. Что им мог ответить человек, который радостно отправил на виселицу старушку только из-за шепелявости?
Конечно, он заверил жителей Салема, что ведьмы реально очень распространены в Америке, ведь это земля дьявола, которую отвоевывают христиане, поэтому повелитель ада использует для борьбы с ними все средства, от эпидемий и неурожаев до ведьм и колдунов. Ну а то, что ведьмами могут оказаться самые благопристойные люди, это тоже не проблема. Ведь всем известно, что дьявол – отец лжи. Короче, Мезер не только заверил судей, что они все делают правильно, но и попросил их действовать еще более активно. Потому что ведьмы наверняка затаились не только в Салеме, но и в соседних поселениях. Ну и как в такой ситуации могли поступить судьи? С их точки зрения выглядело все логично. Они засомневались, обратились к эксперту, и тот ответил, что все нормально. Так и надо. Конечно, они ему поверили и стали искать ведьм с удвоенной энергией. Но для простых жителей это произвело несколько другой эффект. Если всем поначалу было просто весело разоблачать и травить таких женщин, как Титуба и Сара Гуд, то вот арест Марты Кори и Ребекки Нёрс поставили перед салемцами большой тревожный вопрос. А кто еще может быть ведьмой, если виновными оказались такие уважаемые набожные женщины? Салемцы начали смотреть друг на друга с подозрением, и каждый в глубине души чувствовал страх, потому что понимал, что и его безопасность теперь совсем не гарантирована. И бояться им было чего. К маю девочки указали еще на 2 десятка предполагаемых ведьм. Почти все они были арестованы. В основном это были женщины, но в списке обвиняемых оказались и 2 мужчин. Первым из них был Джон Проктор. Вообще сначала арестовали его жену, но так как он ее слишком активно защищал, то подозрения пали и на него. Вообще супругов в колдовстве обвинила их молодая служанка, и Проктор попробовал решить проблему оригинальным способом. Он просто побил служанку палкой, после чего та написала судьям письмо, где сообщила, что ее приступы прошли, и она совершенно излечилась. Удивительно, не правда ли? После такого успеха Джон порекомендовал использовать свой метод лечения против всех девочек, которые раскидываются громкими обвинениями. Девочкам такая перспектива не понравилась, и они на очередном заседании устроили новый спектакль с криками и воем. Одна вообще бегала по помещению и вопила, что ее рука горит. Тут еще любопытна также судьба служанки, которую, так сказать, исцелил Проктор. Другие девочки посчитали ее предательницей и стали воевать против нее. На суде служанка сначала честно пыталась объяснить, что вообще-то тут, никаких ведьм нет, и все это просто детская игра, но быстро поняла, что для нее самой это может закончиться плохо. Благодаря стараниям бывших подружек ее тоже обвинили в колдовстве и бросили в тюрьму. Там она поменяла показания и снова начала говорить о каких-то видениях, где господин Проктор Гэмбл в доме веселее в 2 раза чистее, и его жена уговаривает ее расписаться в книге дьявола. Супругов Проктора в итоге приговорили к смерти, а служанку нет. Ее выпустили на свободу, и она снова присоединилась к обвинительным голосам. Вообще, самое простое для выживания, что можно было сделать вот в такой ситуации, это признать себя виновной, во всем раскаяться и начать помогать следствию искать других ведьм. А вот почти всех, кто отрицал свою вину, в итоге повесили. Поэтому я бы в первую очередь сказал бы, что я дьявол воплоти. Пришел за Проктор Гэмблом. А вторым обвиняемым мужчиной неожиданно оказался муж Марты Кори, Джайлз. Это тот самый, который сначала помог посадить свою жену, сказав, что не слышит, как она читает молитвы, но почему-то его самого от подозрений это не спасло. Он тоже решил защищаться необычно, а именно молчать на все вопросы. По старому юридическому правилу человека нельзя было приговорить, если сначала не заслушали его показания. Но, разумеется, Джайлз Кори, конечно, не был первым человеком, который нашел дыру в законе. Поэтому у обвинителей давно существовал способ бороться с такими вот молчунами. Слова из них в прямом смысле слова пытались выдавить. Человека клали на спину и клали ему на грудь камни. Все больше и больше, однако выдавить показания Джайлза Кори так и не удалось. Через 3 дня пытки он умер. Его последними словами были «Кладите больше камней! Больше!». Интересным следствием из этой истории стало то, что его имущество не смогли конфисковать, ведь его не признали виновным, а значит, оно перешло наследникам. Вероятно, Джайлз этого и добивался.
А еще, если вам подобная процедура получения показаний кажется варварством, то также казалось и жителям Европы уже в то время. В Англии эта мера не применялась уже несколько столетий, да и саму охоту на ведьм в Европе давно считали дикостью, так что для Америки салемские процессы сыграли плохую службу. Они долгое время были для европейцев лучшим доказательством глухой провинциальности американцев и основанием для отказа колониям хоть в какой-нибудь свободе. Типа, какие права вы хотите дать этой тупой деревенщине? Они как уплыли от нас 100 лет назад, так за это время и не поумнели. Дай этим фанатикам свободу, и они первым делом убивают друг друга. Но это будет потом. А пока маховик насилия в Салеме раскручивался все сильнее. Необходимые 9 ведьм, о которых говорила Титуба, очень быстро были найдены и признаны виновными. А с обвинением мужчин все немного интереснее, ведь девочки говорили о каком-то мужчине в черном. Разумеется, это мог быть только кто-то из местных, и его надо было найти. Причем это должен был быть очень такой мощный колдун, раз ему подчинялись все ведьмы. Так кто же он? У судей было описание. Высокий человек в черном и в черной шляпе. Под этот портрет лучше всего подходил священник Самуэль Перес, потому что он был протестантским пастором, а все они ходили в черной одежде и черной шляпе. Но вообще похожим одевались и многие другие из местных жителей. В конце концов, эту тревожную тайну раскрыла Эбигейл Уильямс, одна из первых 2 заболевших девочек. Однажды она заявила, что вечером услышала пронзительный звук трубы, который почему-то больше никто в деревне не слышал. Потом вышла она, значит, такая на поляну рядом с домом и увидела пугающее зрелище. Около 200 женщин плясали около огня и проводили какой-то магический ритуал. Это явно была какая-то черная пятница. Шучу, месса. Ведьмы ели красный хлеб и пили человеческую кровь. А проводил эту мессу загадочный человек в широкополой шляпе. Эбигейл тут же узнала его. Это был Джордж Бэрроуз, бывший священник Салемской церкви. Джордж Бэрроуз был одним из пасторов, который поругался с местными жителями и покинул деревню. Он занимал пост священника всего около года, но успел хорошо запомниться. Дело в том, что его жена умерла, и он решил жениться 2-й раз. По рассказам, он был привлекательным мужчиной, поэтому быстро нашел невесту из состоятельной и уважаемой семьи. Ей оказалась сестра Ребекки Нёрс. Это та, которую потом обвинили в колдовстве. В общем, семейное счастье продолжалось недолго. Молодая жена вскоре заболела и умерла. Бэрроуз взял денег в долг на похороны, а затем оставил деревню и уехал на самый запад колонии, в еще большую глушь, чем Салем. Долг он, кстати, не отдал. А его кредиторами была семья Патман, чья дочь была наиболее активной обвинительницей на процессах. Патнэмы подали на пастора в суд, из-за чего у бывшего пастора сложилась в деревне дурная репутация. Какие-то из этих слухов наверняка запомнила Эбигейл Уильямс, поэтому легко обвинила Бэрроуза в работе на дьявола. Потому что, а кого еще? Несмотря на то, что Бэрроуз давно жил где-то на границе, его нашли и доставили в Салем. Там его первым делом завели в трактир, и несколько судей начали задавать ему самые разные вопросы. Например, видел ли он когда-нибудь жаб? Пастор сознался, что, конечно, видел. А что такое? Это был неправильный ответ. Жабы считались спутниками дьявола. Но были вещи и похуже жаб. Оказалось, что пастор, когда жил на границе, не крестил своих детей и давно не причащался. Бэрроуз объяснил, что его деревня слишком дикое место для формального соблюдения религиозных обрядов. Но это объяснение никого не устроило. Судьям вообще каждый ответ казался подозрительным. Даже тот факт, что пастор покинул благословенный край и отправился в какие-то дикие земли, где к тому же общался с известными слугами сатаны, индейцами и почему-то французами. Зачем Божьему человеку так поступать? На следующий день Бэрроуза привели в церковь для официального допроса, и ему можно было только посочувствовать. Остальные обвиняемые хотя бы знали, что происходит. Они видели предыдущие заседания и понимали, кто и в чем их обвиняет. А Бэрроуз в своей глухомане ни о чем из этого вообще не слышал. Он увидел битком набитое помещение и 2 девочек, сидящих на самом видном месте. Как только он вошел в помещение, эти девочки начали выть и кривляться, а Энн Пэтнам закричала, что этот человек убил 2 своих жен, и все они, понятное дело, узнали в нем того самого мужика, который требует расписаться в дьявольской книге. Несчастный пастор совершенно не понимал, что происходит. Он знал только одно – речь идет о жизни и смерти, и поэтому старался говорить как можно осторожнее.
В этом заседании было и еще кое-что важное. На нем впервые побывал Коттон Мазер, тот самый знаменитый охотник на ведьм, долбанный Ван Хельсинг, мать его. Ему стало интересно, что такого важного происходит в Салеме, и приехал лично посмотреть на дьявола, который скрывался под образом честного священника. Мазер поставил перед собой задачу мужественно взглянуть прямо в глаза сатане. После суда Мезер написал еще одну книгу, где говорил про Джорджа Бэрроуза, как про тщедушного человека с удивительной физической силой. Якобы пастор мог одним пальцем поднять мушкет. Почему-то Мезер посчитал это каким-то невероятным достижением, и что такую силу нельзя объяснить естественными причинами. А значит, это точно дьявол. Судьи были тоже того же мнения. Джордж Бэрроуз был признан виновным и отправился в тюрьму Бостона. К концу мая тюрьма была переполнена. В ней содержалось 70 человек, заподозренных в колдовстве. Почему 70, когда вроде как искали 9? Так ведь Эбигейл увидела шабаш, где участвовало как минимум 200 ведьм. А значит, еще много кого предстояло найти и наказать. Истерия среди местных жителей усиливалась. Они постоянно писали судьям доносы друг на друга. Многие обвиняемые давали показания на своих соседей и друзей. Немало, кстати, было самооговоров. Одна женщина сначала признавала себя ведьмой, а потом начинала топить своих соседок. В общем, это была уже атмосфера настоящей моральной паники, в которой мало логики, но зато много страха, жестокости и безумия. И эта атмосфера охватывала одну деревню за другой. Радовался этому процессу, пожалуй, только один человек – Коттон Мезер. Ему нравилось, что люди так активно сражаются со злом и не дают колдовской заразе распространиться по всей Новой Англии. Но еще, вероятно, радовались девочки, которые уже несколько месяцев были главными вершителями судеб в Салеме. В Бостоне тем временем не знали, что делать с такой массой заключенных. Там обычно правосудие было быстрым. Вообще, давайте немного расскажу, как происходил весь процесс следствия. Сначала в какой-то деревне ловят преступника. На местном собрании выдвигают против него обвинения, находят доказательства и отправляют в Бостон. И уже там официальный суд должен был рассмотреть дело по существу и вынести приговор. Как правило, заседание не было долгим, и судьба преступника, ее решали буквально за день. Но не сейчас. Почему? А потому что в 1692 году Массачусетская колония находилась в состоянии политического кризиса. Связи с Англией были разорваны. Губернатора на посту не было, как и не было действующего устава колонии. Вот и получилось, что следствие работало как часы, выявляя одну ведьму за другой. А судить и казнить их было нельзя, и это создавало проблемы. Содержание в тюрьме не было бесплатным. Узники должны были сами за себя платить. Точнее, их свободные родственники. Но за многих арестованных ведьм платить было некому. Бостон кормил их в долг, и было совершенно непонятно, кто этот долг будет возвращать. Только 14 мая, спустя 3,5 месяца после появления первых арестованных, из Лондона приплыл новый губернатор, а вместе с ним вернулся и еще один важный человек – Ингрис Мезер, отец Коттона. Вообще, семья Мезеров была для Америки 17 века примерно тем же, чем стали Кеннеди в 20-м. Это был очень сильный и влиятельный клан, во многом определяющий внутреннюю политику и даже внешнюю. Ингрис Мезер ездил в Англию не просто так, а на переговоры о новом уставе. И еще Ингрис был главным священником Бостона и президентом Гарварда. Его авторитет был намного выше, чем у его сына. Возможно, поэтому Коттон был в каждой бочке затычка и пытался показать, что он не хуже батя. А тем временем бате потребовалось полмесяца, чтобы разобраться в том бардаке, который произошел во многом благодаря его сыну. По итогу Ингрис высказал мнение, которое сынку очень не понравилось. То есть как? С одной стороны, старый священник не сомневался, что Америка земля дьявола, и что тот насылает на христиан ведьм и колдунов. Расхождения начинались в том, что считать доказательствами колдовства. Согласно старому английскому законодательству, каждый случай должен был быть подтвержден показаниями двух независимых свидетелей. Однако колонисты этот пункт закона просто проигнорировали. Все их доказательства строились на показаниях пострадавших девочек. Причем это были свидетельства не о чем-то реальном, а рассказы о явлениях невидимого мира. Но как можно быть уверенным, что все это правда?
Коттон исходил из мнения, что сатана может принимать образ лишь тех людей, которые продали ему свою бессмертную душу. Соответственно, если девочки утверждают, что к ним являются тени конкретных людей, значит эти люди точно виноваты. Ведь дьявол не смог бы притвориться настоящим христианином. Но вот Ингрис был другого мнения. Он напомнил, что дьявол — это отец лжи. Так что ему может помешать принять образы добродетельных людей, чтобы направить христиан по ложному следу и погубить невинных? Это соображение ставило под сомнение всю 4-месячную работу по поискам ведьм. Ведь вообще все обвинения строились только на потусторонних свидетельствах, но отступать уже было некуда. И вот в такой непонятной и тревожной обстановке начались официальные суды. Там никакого рассмотрения дела по существу уже не предполагалось. Вина ведьм была доказана на предварительном следствии. Зачем повторяться? Надо просто вынести приговор. Первой на смертную казнь осудили Бриджит Бишоп. Ее случайно выбрали первой. Бриджит была хозяйкой трактира в Салеме. Это уже само по себе не было богоугодным делом. Кроме того, многие в деревне были ей должны денег. Так что, когда ее приговорили к смерти, все посчитали это хорошей новостью. Бриджит Бишоп провезли на телеге до Висельного холма и там казнили. Всю дорогу ее сопровождали сотни зевак, среди которых были и заболевшие девочки. Они смеялись и дразнили старую женщину. Палач плохо завязал петлю, поэтому во время повешения шея не сломалась, и она больше 10 минут билась на веревке в конвульсиях, пока наконец не задохнулась. Это была страшная смерть. Почти сразу после первой казни было вынесено еще 5 смертных приговоров, в том числе и Ребекке Нёрс. На последней салемское правосудие неожиданно забуксовало. Я напомню, что у Ребекки была очень хорошая репутация среди местных жителей. Несмотря на все кривляния девочек, многие отказывались верить в ее виновность. Целых 36 видных жителей Салема не побоялись подписать петицию с просьбой «пощадите старую женщину». Интересно, что подписали ее и члены семьи Патман, несмотря на то, что все обвинения строились на показаниях Энн Патман. И произошло чудо. Присяжные признали Ребекку Нёрс невиновной. И вот тут уже испугались заболевшие девочки. Им совсем не хотелось встретиться со своими жертвами, которых они хотели отправить на смерть чисто для развлечения. К тому времени девочки чувствовали себя полными хозяевами положения и чуть ли не королевами. Их возили по местным деревням, где они долго вглядывались в жителей, чтобы определить, кто из них ведьма. Терять эту власть они не хотели. И после оправдательного приговора госпоже Нёрс разыграли совсем уж дикую сцену с криками, падениями в обморок, конвульсиями и даже якобы выкашливанием булавок, которыми их якобы прямо сейчас пытает обвиняемая. И это, сработало. Вопреки всем законам присяжные посовещались еще раз, поменяли решение и приговорили Ребекку к смерти. Стоя на бочке с петлей на шее, Ребекка Нёрс выразила надежду, что Господь сейчас пошлет чудесное свидетельство ее невиновности. Но Господь не помог, и ее повесили. Эта казнь впервые что-то надломила в механизме террора. Салемцы встретили ее гробовым молчанием, не радовался никто. Все чувствовали, что они только что убили хорошую старую женщину совершенно ни за что. Палачи почувствовали, что дело плохо, и при казни следующих 4 женщин попытались раззадорить толпу шутками в адрес осужденных. Однако помогало это не очень хорошо. После первых казней суды на некоторое время приостановились, потому что судьям стало не по себе. У них появилось четкое ощущение, что это дело очень дурно пахнет, и они не желали брать на себя ответственность. Они написали большое письмо вышестоящим чиновникам, чтобы те высказали свое мнение о происходящем. Им хотелось получить какой-то документ, подтверждающий, что они не просто так убивают тут всех подряд, а что это как бы общее решение всех важных людей Новой Англии. Однако дураков разделять ответственность среди чиновников не нашлось. Единственный, кто им ответил, все тот же был Коттон Мезер, который и сам уже увяз в этом процессе по уши. Именно он формировал коллегию судей, и все они были его друзьями. Так что Коттон написал им длинное официальное письмо с весьма интересным содержанием. Оно состояло из 8 пунктов. В первых 2 Коттон напомнил, что колдовство очень распространено и с ним нужно бороться. Потом шли 5 пунктов с советами относиться к сбору улик очень серьезно. Ни в коем случае не осуждать невиновных и не верить потусторонним доказательствам. Но потом шел 8 пункт, который перечеркивал все предыдущие.
Там Коттон сообщал, что раз Салемский суд служит Божьему делу, то его, несомненно, направляет сам Господь. А это значит, что судьи не могут ошибаться. Бог не допустит, чтобы пострадал невиновный. Типа, поняли, что он сделал? Коттон просто закольцевал доказательства вины само на себя. Получилось, что доказательством вины является то, что человека виновным признал суд. Суд эта логика успокоила, и заседания продолжились. Всего за лето было казнено 11 человек, при этом все это время в тюрьму поступали все новые и новые обвиняемые. Но вместе с этим росло и сопротивление общества. Жители Салема вдруг отказались отлучать от церкви Марту Кори. Отлучение ведьмы было простой формальностью, но больше половины прихожан вдруг не стали поднимать руку при голосовании. Еще больше общее настроение поменял суд над Джорджем Бэрроузом. За несколько месяцев, проведенных в бостонской тюрьме с другими заключенными, этот священник разобрался в том, что происходит, и хорошо подготовился к заседанию. Он написал для судей письмо, в котором четко указывал все допущенные юридические ошибки. Он вел себя спокойно и уверенно обвинил заболевших девочек во лжи. Те, как обычно, закатили концерт, и священника все-таки приговорили к смерти. До сих пор эмоциональные вопли девочек-подростков для суда были важнее реальных доказательств. Но эмоции могли вызывать не только девочки. Казнь Бэрроуза тоже была для жителей очень эмоциональной. Уже с петлей на шее священник заявил, что прощает всех присутствующих, не держит зла и надеется увидеться с ними в раю, в который вскоре попадет, потому что он Божий человек и ни в чем не виноват. А потом прочитал «Отче наш» громко и без запинок. И это произвело очень сильный эффект, ведь каждый пуританин знал, что слуги дьявола на такое не способны. Даже на салемских процессах нескольких женщин признали виновными только потому, что они запнулись при чтении молитвы. Короче, тут народ понял, что Бэрроуз ни в чем не виноват, и пошел его освобождать. Толпу смогла остановить только вооруженная охрана. Чтобы успокоить людей, вылез Коттон Мезер и толкнул речь, что сомневаться не в чем. Бэрроуз однозначно колдун, его вина абсолютно доказана. Но это было плохим решением. Со стороны люди видели, как один священник стоит с петлей на шее, а второй пытается доказать, что его убийство угодно Богу. Так кто ж из них тут на самом деле зло? Бывшего салемского пастора все же повесили, но этот случай, кажется, поколебал веру даже Коттона Мезера. Он испугался, что тут можно допустить ошибку, и стал требовать у судей самого тщательного исследования доказательств. После Бэрроуза казнили еще 8 человек, но все они проходили уже при явном неприятии общества. Людям окончательно перестало нравиться все происходящее, и они это не скрывали. Судей начал серьезно беспокоить вопрос личной безопасности. А еще больше их беспокоил объем предстоящей работы. В тюрьме Бостона уже содержалось 150 ведьм и колдунов, чья вина считалась доказана и которых нужно было казнить. Но в нынешних условиях сделать это было невозможно. А что еще хуже, девочки-обвинители и не собирались останавливаться. Они заявляли, как становились свидетелями все новых и новых шабашей, где были 200, 300 и даже 400 ведьм. Одну из них настолько занесло, что она обвинила в колдовстве аж жену губернатора. И вот это было началом конца. Губернатор охренел и в один день приказал распустить суд и собрать новый. И этот новый суд выносил уже только оправдательные приговоры. Так за несколько месяцев постепенно все обвиняемые были отпущены на свободу, кроме тех, кто не смог заплатить за свое содержание. Типа, конечно, прости, что мы тебя без всякой вины продержали за решеткой, но давай-ка заплати нам за возможность выйти на свободу. Такие деньги были не у всех. Одна женщина даже умерла в тюрьме уже после того, как ей вынесли оправдательный приговор. А Титубу за ее тюремный долг вообще продали в рабство. В общем, вот так вот все и закончилось. Моральная паника сошла на нет, и люди стали старательно делать вид, что ничего не происходило. Так кто же в этой истории является злодеем? Может быть, судьи? Но они были далеко не такими кровожадными, как простые люди, и искренне пытались разобраться в том, что происходит. Просто суеверие и недостаточное знание юриспруденции мешали им в этом процессе. Они хорошо осознавали границы своей компетенции, поэтому обращались к экспертам. Кто ж виноват, когда самый главный эксперт по ведьмам убеждал их, что все нормально?
Тогда, может, злодей этот эксперт? Коттон Мезер реально сыграл в деле салемских ведьм довольно зловещую роль. Правда, потом всячески пытался откреститься от этого и даже написал книгу «Чудеса невидимого мира», где старался разобрать салемские процессы с рациональной точки зрения. Еще он положил десятилетия труда, чтобы, как и его отец, занять должность президента Гарварда. Но этого ему сделать не удалось. Впрочем, у Коттона были и другие достижения. И снова в деле невидимого мира. Но на этот раз это был реальный невидимый мир. Мир микробов. Коттон Мезер стал первым в Америке пропагандистом прививок. Во многом из-за него казнили больше 20 человек в Салеме. Но он же спас десятки тысяч жизней, когда катался по колониям и призывал всех прививаться от кори и оспы. Нельзя было сказать, что в охоте на ведьм Коттон Мезер был плохим, а в пропаганде прививок хорошим. Потому что для него это было одно и то же. И колдовство, и эпидемии были атаками сил зла. И Коттон Мезер сражался с дьяволом во всех его проявлениях, так как он это понимал. Вот, пожалуй, кто точно никакой положительной роли не сыграл, так это заболевшие девочки. Как бы тяжело им ни жилось в пуританском обществе, как бы их ни подавляли и не запугивали, это все равно их не оправдывает. Они куражились и убивали людей. Они кайфовали от свалившейся на них власти. Но не стоит забывать, что большинству из них не было даже 14 лет. И если бы сегодня над ними проходил суд, их вряд ли бы признали виновными и отправили в колонию для несовершеннолетних. Впрочем, когда они выросли, то и сами поняли, что натворили. Почти все они постарались как можно быстрее выйти замуж и уехать от Салема, как можно дальше. Одна из немногих, кто осталась, была Энн Патнам. Когда ей исполнилось 24 года, она публично извинилась перед всеми жителями деревни и сказала, что все обвинения были враньем. А свое недостойное поведение она объяснила происками дьявола. Ну а чем же еще? В конце хочу добавить еще один интересный факт. Салемские ведьмы – это сегодня известный туристический бренд. И вот с этим есть путаница. В конце 17 века в Америке было два Салема – город и деревня. Все основные события происходили в деревне, но потом ее переименовали в Денверс. Так что город получил себе всю славу, хотя не имел к этой истории почти никакого отношения. Сейчас Салем является пригородом Бостона. Там множество магазинов с мистическими сувенирами, тысячи ведьм и гадалок, торгующих магическими амулетами. Периодически проводятся красочные шабаши. В общем, все случилось как всегда. Далекая трагедия и ужас со временем превратилась в мем и сказку. И надеюсь, обратного превращения не будет уже никогда. Всего хорошего.